Я не сомневаюсь, что вы тысячу раз слышали эту историю в классическом варианте, в пересказах, в пародиях, видели фильмы, мультики и весьма вероятно представления детсадовских театральных труп. И если у вас есть дети, это одна из первых сказок, которые вы рассказывали своим детям, а потом и внукам. Хорошенькая девочка в красной шляпке с корзинкой в руке стала частью коллективного детства всего человечества. Веками она продолжает идти по лесной тропинке к домику своей захворавшей бабушки. Но откуда она пришла? Сегодня мы последуем за Красной Шапочкой в такие глухие чащи древних поверий и средневековой мистики, что робкие души могут и затрепетать. Серьезно говорю, несмотря на то, что старинные сказки предназначались в том числе и детям, с современной точки зрения они могут содержать моменты, совершенно неподходящие для малолетних слушателей. Я постараюсь держать этот рассказ как минимум на приемлемом уровне для подростков, но вам решать, стоит ли смотреть его за семейным столом. Я вас предупредила. Потому что за века своего существования Красная Шапочка стала уже не та. И слава богу. Если вы родились и выросли на территории бывшего Советского Союза, то, скорее всего, вы слышали в детстве вариант этой истории, сочиненный братьями Гримм, но приписанный Шарлю Пьеро. Так получилось по историческим причинам. При переводе на русский язык и многочисленных переложениях и литературных адаптациях в русском пересказе закрепился укороченный вариант «Красной шапочки» братьев Гримм, почему-то приписанный Пьеро. Чуть позже я объясню, чем они все отличаются. Есть несколько расхождений в сюжете. И то, что в России XIX века распространился вариант «Красной шапочки» братьев Гримм, совершенно неудивительно. Именно они популяризовали эту старую сказку среди читающей публики всей Европы. Братья вообще открыли просвещенной Европе огромный массив народных сказок, чем, собственно, и прославились в веках. И поэтому мы начнем рассказ о Красной Шапочке именно с их классического варианта, впервые опубликованного в сборнике «Детские и домашние сказки» в 1812 году. Вы все знаете сюжет, но я повторю. Итак, жила-была маленькая девочка, для которой бабушка сшила красную шапочку. И так этой девочке нравилась эта шапочка, что она ее все время носила и никогда не снимала. И поэтому прозвали нашу героиню Красной Шапочкой. Однажды бабушка девочки заболела, и мама девочки напекла пирожков, положила в корзинку и отправила Красную Шапочку к бабушке с гостинцем. Сразу здесь обмолвлюсь, что в разных странах содержимое корзинки меняется. В Италии Красная Шапочка несет бабушке свежую рыбу, в Швейцарии головку сыра, во Франции кусок пирога и крынку с маслом, а в оригинальном немецком пересказе туда прилагалась и бутылка вина. Так вот, отправляя девочку в путь, мама строго ей наказала ни в коем случае не сходить с тропинки и идти прямиком в сторону бабушкиного дома, не задерживаясь и никуда не сворачивая. Красная Шапочка взяла корзинку и отправилась по лесной дорожке к дому своей бабушки. И где-то на полпути внезапно перед ней предстал страшный серый волк. «Девочка, девочка, а куда это ты идешь?» – спросил ее волк. «Я иду навестить свою больную бабушку», – ответила Красная Шапочка. «Вот несу ей в корзинке вино и пироги». «А где живет твоя бабушка?» – спросил волк. «Вон там, на конце этой тропинки, под 3 большими дубами», – отвечала наивная девочка. Волк быстро смекнул, что хорошо бы съесть эту симпатичную пухленькую глупышку, а заодно и ее бабушку. Но неподалеку в лесу раздавался топор дровосека, и волк решил обтяпать это дельце в безопасном месте. «Что же ты идешь так быстро, будто в школу?» – сказал он девочке. «Посмотри, какие хорошенькие цветочки растут в лесу.
почему бы тебе не собрать букет цветов для своей бабушки?» «А правда?» – подумала Красная Шапочка. «Какие славные цветочки! Хорошо будет, если я принесу бабушке букетик цветов. Это ее развеселит». И она сошла с тропинки и начала собирать цветы. А волк тем временем побежал по тропинке вперед и первым достиг дома бабушки. Волк постучал в дверь и сказал голосом маленькой девочки: «Это я, бабушка, твоя внучка Красная Шапочка, в гости к тебе пришла». А бабушка ответила изнутри: «Потяни за щеколду, дитя мое, двери откроются». Волк открыл дверь, вошел в дом, набросился на бабушку и проглотил ее. А потом волк надел на себя бабушкино платье и бабушкин чепец, лег в ее постель, накрылся одеялом и стал ждать Красную Шапочку. Сильно припоздав, девочка наконец-то добралась до дома бабушки. Она постучала в дверь и сказала: «Это я, бабушка, твоя внучка Красная Шапочка, в гости к тебе пришла». И волк в ответ пропищал старушечьим голосом: «Потяни за щеколду, дитя мое, двери откроются». Красная Шапочка так и сделала. Вошла она в домик и видит: лежит бабушка на кровати, чепчик на самый нос надвинула и одеялом до подбородка укрылась. Подошла Красная Шапочка к кровати и спрашивает удивленно: «Бабушка, бабушка, а чего это у тебя такие большие уши?» «Чтобы я могла лучше слышать, дитя мое», — ответил ей волк. «Ах, бабушка, а глаза-то у тебя какие большие!» «А это чтобы я тебя могла лучше видеть, дитя мое». «Но, бабушка, зачем же у тебя такие большие зубы?» «А затем, чтобы я могла тебя съесть». И едва только волк проговорил это, как он выскочил из-под одеяла и проглотил бедную Красную Шапочку. Насытившись таким образом, волк опять улегся в кровать, заснул, да и стал храпеть, что есть мочи. А мимо домика как раз проходил лесоруб, и он подумал, что эта старушка так храпит, может, с ней что-нибудь не в порядке, и зашел внутрь. И видит он страшную картину. Серый волк разлегся на бабушкиной постели и спит. И тогда лесоруб разрубил брюхо волка, и оттуда выскочили Красная Шапочка и бабушка невредимые. Эту сказку вы знаете, да? И весьма вероятно думаете, что это сказка Шарля Перро. Иногда вместо лесоруба спасателями являются охотники, но конец такой же. Волку разрезают брюхо, и Красная Шапочка и бабушка вываливаются оттуда слегка потрепанные, но еще живые, и радостно благодарят своих спасителей. Так вот, этот счастливый конец приписали к сказке Якоб и Вильгельм Гримм. В их первом варианте у сказки было еще и продолжение. Во второй серии Красная Шапочка усвоила урок. Она идет к дому бабушки с очередной посылкой напрямую, нигде не останавливаясь. Бабушка запирает за ней дверь на замок. И когда еще один волк оказывается рядом, хитроумные женщины ставят на плиту кастрюлю, в которой кладут вариться сардельки. Привлеченный запахом, волк забирается на крышу и, пытаясь добраться до источника аппетитного аромата, проваливается в дымоход прямиком в котел с кипящей водой и сваривается заживо. Впоследствии братья исключили этот мотив жестокой мести, и сказка стала заканчиваться спасением наших героинь. И в этом виде вошла в культуру и сердца европейцев всех национальностей. Под флагом немецкой народной сказки «Рот Кепхем». Но исследователи сейчас практически уверены, что братья услышали эту историю не в гессенских деревнях, а от фройлен Марии Магдалены Хассенпфлюг, сестры мужа их сестры. Шарлотта Гримм была замужем за Хассенпфлюгом, а его сестра Мария Магдалена была тоже большая любительница сказок и писательница. Весьма вероятно, что она же подкинула братьям сюжеты «Спящей красавицы» и «Белоснежки». Интересно, что семья Хассенпфлюг по матери была связана с французскими гугенотами, сбежавшими от гонений католических королей в германские земли. И, видимо, таким образом эта французская сказка оказалась в Германии и была там адаптирована под вкусы протестантской публики XIX века. Потому что оригинальная французская «Красная Шапочка» даже в литературной версии Шарля Перро
куда менее подходит для чтения в викторианском романтическом салоне или современном детском саду. Так вот, чем же отличается французская красная шапочка от своей немецкой вариации? Шарль Перро, выдающийся писатель, заложивший основу жанра литературной сказки, опубликовал свой вариант красной шапочки более чем за 100 лет до братьев Гримм в сборнике «Сказки и рассказы прошлого с моралью. Сказки матушки Гусыни». В том же сборнике были опубликованы «Золушка», «Синяя борода» и «Кот в сапогах». 68-летний Перро писал эту книгу на пенсии, весьма вероятно, чтобы вернуть себе ускользающий авторитет при дворе. А надо сказать, что в те годы, мы говорим о годах правления Людовика XIV, стало модно рассказывать изящные сказки в дамских салонах и при дворе. То есть книга Перро была ориентирована не столько на детей, сколько на молодежь, особенно на юных дам. Отсюда все эти истории про золушек, спящих красавиц, сестрицу Анну в замке Синей Бороды и прочих героических, злосчастных и непослушных девиц, попадающих в переплет. И красная шапочка была одной из этих героинь. Ну, во-первых, героиня Перро носит не красный чепчик, а шаперон. Головной убор, вышедший ко времени Перро из моды в городах, но все еще популярный в сельской местности. Шаперон – это такой капюшон с перелиной, или, если угодно, накидка с капюшоном. Это не единственное отличие. В сказке Перро волк, встретив красную шапочку в лесу, не отвлекает ее цветочками, а предлагает бежать к дому бабушки на перегонки. Ты пойдешь по этой тропе, а я по этой. Посмотрим, кто придет быстрее. Разумеется, коварный волк послал девочку по окольной тропе, а сам побежал по прямой и успел сожрать бабушку до ее прихода. Затем волк Перро не просто поджидает красную шапочку в постели, он прямым текстом говорит ей: «Поставь лепешку и горшочек с маслом на табуретку и иди ко мне в постель». И диалог, который разыгрывают эти двое в постели под одеялом, немного отличается от привычного нам. Девочка комментирует не уши и глазки волка, цитирую: «Бабушка, какие у тебя большие руки, тем лучше обнять тебя, моя дорогая. Бабушка, какие у тебя большие ноги, тем лучше бегать, дитя мое. Бабушка, какие у тебя большие зубы, тем лучше тебя съесть». И, сказав эти слова, этот злой волк нападает на красную шапочку и сжирает ее. И на этом сказка кончается. Никаких дровосеков, никакого храброго охотника, чтобы прийти на помощь, распороть волку живот и выпустить красную шапочку и бабушку наружу. Никакого хэппи-энда. Хэппи-энд к сказке присочинили братья Гримм. Зато у сказки Перро было нравоучительное послесловие в стихах, гласившее: «Детям, а особенно привлекательным, хорошо воспитанным барышням, никогда не следует разговаривать с незнакомцами, иначе они вполне могут накормить волка ужином». Я говорю «волк», но волки бывают разные. Есть такие очаровательные, тихие, вежливые, скромные, самоуверенные и милые люди, которые преследуют молодых женщин дома и на улице. И, к сожалению, именно эти нежные волки самые опасные из всех. То есть, в отличие от сказки братьев Гримм, чья мораль читается как «маленьким детям следует слушаться взрослых», не разговаривать с незнакомцами и не выдавать им информацию о себе и своей семье, исключительно актуальная на сегодняшний день мораль, хочу заметить, сказка Перро имела куда более узконаправленный смысл и предостерегала юных девиц от того, чтобы знакомиться со сладкоречивыми негодяями и ложиться с ними в постель. Потому что гибель, последующая от такого поведения, будет непоправимой и необратимой. Но даже и сказка Перро 1697 года, кстати, несмотря на свои толстые намеки на беспорядочную половую жизнь, все еще очень смягчена и стерилизована по сравнению с ее фольклорными источниками. Уведите детей от экранов, потому что сейчас начнется средневековый мрак.
Перо не сочинил «Красную шапочку» от начала до конца. Он опирался на старую фольклорную традицию, на сказки, которые бабушки рассказывали своим внучатам по всей Франции и, весьма вероятно, Италии сотни лет до него. Они никогда до этого не записывались, поэтому мы не можем сейчас говорить об одном устоявшемся сюжете. Детали истории менялись и переосмысливались от рассказчика к рассказчику. Но в целом наиболее устойчивая версия древней «Красной шапочки» звучала примерно так. Мать отправляет Красную шапочку к заболевшей бабушке с гостинцами. Бабушка живет одна в лесу. Мать приказывает девочке ни с кем не разговаривать и не отклоняться от пути. По дороге Красная шапочка сталкивается с волком. И волк или предлагает Красной шапочке выбор одной из двух тропинок, или просто говорит ей, по какой из двух тропинок пойти. Во французской традиции эти тропинки называются тропой иголок и тропой булавок. Красная шапочка выбирает путь булавок, а волк уходит путем иголок. Среди фольклористов интерпретация символизма пути, который выбрала Красная шапочка, разнятся довольно сильно. От вполне невинной версии, говорящей, что традиционно девочки в подростковом возрасте начинали учиться шить и, соответственно, переходили от закалывания одежды булавками по-детски к более взрослому надежному способу – шитью, символизированному иглами. И выбор Красной шапочки булавок может просто указывать на ее инфантильность, неготовность стать взрослой и ответственно подходить к своим обязанностям, что и приведет ее к беде. До куда более прихотливого и, на мой взгляд, довольно натянутого объяснения, что якобы во времена Ренессанса во многих районах Франции девицы легкого поведения носили на плече подушечку с булавками, как знак своей доступности. То есть Красная шапочка фактически не просто выбирает в лесу тропинку, а встает на путь проституции, который, ясно дело, приводит ее к погибели. Это сильно, это неожиданно. А по какой же дороге идет тогда волк? Там не менее захватывающая история. Вам никогда не приходил в голову вопрос, а почему, собственно, бабушка Красной шапочки живет одна в дремучем лесу, населенном хищными животными? Почему мама Красной шапочки, прекрасно зная об опасностях дороги, посылает туда малого ребенка с едой, одного, добираться до этого подозрительного дома в чаще? Что это вообще за семья? Люди, начитавшиеся Фрейзера и Пропа, сразу скажут, о чем тут думать. Это явный рудимент старинных обрядов инициации, когда в древних обществах молодежь отправляли в лес или в пустыню, если у них не было леса, проходить там какой-то мистический духовный квест, который сделает из них взрослых людей. И лес волшебных сказок является наследником, памятью о тех древних временах. Красная шапочка, маленькая девочка, должна пойти в лес, чтобы преодолеть там какое-то мистическое испытание, связанное с тотемным животным, и вернуться из леса взрослой женщиной. Обычно таким испытаниям подвергали мальчиков, но кто знает этих диких галлов. Я не говорю, что это совершенно невозможно, хотя кажется притянутым за уши. Версия, почему у тебя такие большие уши? Но, скорее всего, современные сказки о Красной шапочке предшествовали не такие безумно древние, глубоко дохристианские предания. Скорее всего, этот сюжет можно уверенно протянуть назад не дальше, чем до Средневековья. Почему же в Средневековье пожилая женщина могла жить в лесу одна? И при чем тут серый волк? Если мы поверим, что выбор между путем иголок и путем булавок – это намек на обычаи, существовавшие примерно в XV-XVI веках, то путь иголок, по которому идет волк, тоже вполне объясним. Как вы знаете, ведьм испытывали, втыкая им в тело иголки. Считалось, что у ведьмы на теле есть места, нечувствительные к боли, отметы дьявола. Поэтому подозреваемую в ведовстве женщину тыкали иголками, и если находили на ней такое нечувствительное место, это считалось доказательством того, что она продала свою бессмертную душу нечистому.
И есть люди, которые считают, что тропа иголок, которой ушел волк, олицетворяла дорогу, по которой шли ведьмы и прочая нечисть. И эта версия открывает нам дополнительные возможности трактования образа волка и объяснение, почему Красная Шапочка не испугалась, когда он заговорил с ней в лесу. Возможно, волк в этой устной традиции был не простым волком, а вервольфом, оборотнем. Девочка не болтала в лесу с диким зверем. Я понимаю, что в пространстве сказки никого не удивляет, что девочка разговаривает с животными. Но все равно было бы довольно странно, что девочка не испугалась говорящего волка. Другое дело, если бы этот волк был оборотнем. Оборотни, колдуны, ведьмы, вся эта публика с точки зрения приличных католиков была в союзе с дьяволом. Шла по пути иголок. И история Красной Шапочки начинает звучать совершенно по-другому. В старых вариантах сказки про бабушку, как тогда ее называли, существовали такие детали, которые ни в XIX веке, ни в XVII, ни тем более сейчас нормальные родители не станут рассказывать своим детям. Поэтому уберите их от экранов, если они до сих пор перед ними сидят, несмотря на то, что я вас уже дважды предупреждала. Убрали? Когда волк добирается до бабушкиного домика, он не просто съедает бабушку, он также отливает ее кровь в бутылку и отрезает кусок ее плоти и оставляет на столе. И когда Красная Шапочка приходит, он предлагает ей для начала подкрепиться, выпить вина и отведать мясо. Я дам вам секундочку передохнуть и примириться с этой мыслью, потому что Красная Шапочка отведает вино и съест немножко мяса. И в этот момент кошка, жившая в доме, с негодованием кричит ей нечеловеческим голосом: «Ах ты, распутница, ты же ешь собственную бабушку!» Эмма как закричит нечеловеческим голосом: «Генрих, стреляй!» Да подожди, как же эта собака может кричать нечеловеческим голосом «Стреляй, Генрих»? А ты что, хочешь, чтобы она закричала человеческим голосом «Стреляй»? Но средневековую Красную Шапочку это совершенно не смущает. Она снимает свой деревянный башмак, швыряет в кошку и убивает ее. Но это еще не все. Когда Красная Шапочка насытится бабушкой, волк говорит ей: «Теперь забирайся ко мне в кровать. Только сними сначала свой красный шаперон». «Куда же я его положу?» – спрашивает Красная Шапочка. «Да брось его в огонь», – отвечает волк. «Он тебе больше не пригодится». «Теперь сними свое платье», — говорит волк. «Куда же я его положу?» — спрашивает Красная Шапочка. «А брось его в огонь», — отвечает волк. «Оно тебе больше не понадобится». «И сними свои чулки», — приказывает он. «Куда же я их положу?» — спрашивает Красная Шапочка с типичной для сказок поэтической страстью к повторениям. «А брось их в огонь и забирайся ко мне в постель», — говорит волк. И после этого стриптиза Красная Шапочка залазит наконец в кровать, где уже происходит долгожданный диалог о разных деталях тела волка, и он ее пожирает. Красная Шапочка с начинкой из бабушки. Разумеется, никакого спасения в конце нет, потому что Красная Шапочка наказана вполне заслуженно с точки зрения добрых средневековых католиков, да и многих современных слушателей, у которых, я уверена, волосы уже дыбом от этой исторической правды. И я уверена, что кое-кто из вас уже кричит в экран: «Но почему? Зачем все эти ужасы? В каком смысле?» Я отвечу. Каннибализм бабушки происходит не из каких-то супердревних зверских традиций, а всего-навсего связан с историей ведовства в Европе. Точнее, даже не с реальной историей, а с тем, как ведовство и поклонение дьяволу представлялось христианским большинством. Все были уверены, что во время шабашей ведьмы проводили черную мессу, как бы извращенные пародии на католическое богослужение. И в том числе они совершали свой вариант причастия. Только христиане вкушают символические плоть и кровь Христову, а ведьмы, по слухам, пили настоящую кровь и ели мясо некрещенных младенцев и тому подобные гадости. Это, как вы понимаете, не доказано.
Это те слухи, которые позволяли добрым христианам безо всякого зазрения совести отправлять ведьм на костер. То есть, что же мы видим? Выходит, что бабушка Красной Шапочки – это не какая-то беспомощная старуха, которая по странной прихоти живет в лесу. В ее доме справляют черную мессу. К ней ходят оборотни и девицы, ставшие на дурную дорожку. Может быть, бабушка и волк вообще были одним лицом, то есть одной мордой. Может, бабушка и есть волк-оборотень, и никто ее не ел. Все эти гадости, которые волк якобы заставляет совершать Красную Шапочку, это элементы шабаша, инициации девочки в какой-то дьявольский культ. И вся эта сказка должна была как следует напугать католических детишек, чтобы они держались подальше от сомнительных женщин, блюли свою невинность и не ходили в дремучий лес старинных языческих верований. Честно говоря, раньше я думала, что сказка о Красной Шапочке в том виде, в котором нам ее рассказали Перо и братья Гримм, уже достаточно жестокая. Мне казалось, что рассказ про поедание бабушки и девочки и разрезание брюху волку уже может слегка травмировать юные души. Я никак не ожидала бабушки-оборотня, стриптиза перед очагом и поклонения дьяволу с легким налетом каннибализма. Хотя 20 век изобиловал попытками интерпретировать Красную Шапочку с точки зрения фрейдистского психоанализа, скандинавских мифов, и в этом случае волк – это Фенрир, все, что происходит – это Рагнарёк, бабушка, соответственно, Один, а Красная Шапочка – это выходит Тор. Я видела даже феминистскую интерпретацию, говорящую, что это история борьбы полов, в которой женщины побеждают. И после всего прочитанного мне пришло в голову, что, может быть, Красная Шапочка – это аллегория того, как нужно читать сказки. У вас есть цель, развязка, и вы должны идти к ней по тропе сюжета, не отклоняясь в стороны и не слушая подозрительных фольклористов, психоаналитиков и этнографов, которые встретятся вам по дороге. А не то «ам» и поминай читателя, как звали. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.